Так, всем привет! Привет. Я Иван, это Артем. Начинаем долгожданную 6-ю часть ответов на вопросы. Но перед нашими ответами есть несколько объявлений. Ну, во-первых, если у кого-то есть срочные вопросы по ремонту, обслуживанию Ford Focus, вы можете заходить к нам на форум, ссылка будет в описании. Там достаточно оперативно мы на них отвечаем, и вам не придется ждать целый месяц, чтобы дождаться своего ответа. Второе объявление, это если у кого-то есть третий Ford Focus, то мы его ищем для съемок азбуки Ford, чтобы снять серию программ, как меняется масло фильтра, как менять лампочки на этом автомобиле. Поэтому если кто-то имеет возможность нам предоставить автомобиль, то обращайтесь, пишите в личку на форуме, либо через YouTube, и мы с вами обсудим условия. Здесь, Ford нужен в Москве. Так, дальше еще третье объявление. В продаже есть вот такие брызговики на второй Focus хэтчбэк. Они достаточно мягкие, даже очень мягкие, вы нигде таких брызговиков не найдете. Сделаны из какой-то высококачественной резины. Они достаточно универсальные, могут подойти не на только Ford, мне кажется, а не еще на какую-нибудь машину. Да. Не знаю. Да? Может на Hyundai, на Kia подойти, на Жигули. У нас как аудитория Фордов. Но у всех есть знакомые, друзья, там достаточно приличные брызговики. К тому, что да, если есть возможность другой автомобиль, то это можно будет примерить у Артема в гараже. Если вы находитесь в регионе и у вас Ford Focus, то я вам смогу их выслать в другой регион наложенным платежом. Единственная загвоздка, они немного криво устанавливаются, геморройно, так сказать, устанавливаются, немного не совпадают крепления, и придется немножко подумать, чтобы их установить. Но выглядят они на машине очень даже прилично, по-моему. Иван может дать фотографии, как это стоит на его машине. Да, я на сайте выкладывал, как я ставил эти брызговики, смотрится в принципе неплохо. Но процесс установки немножко геморройный, это единственный минус. Цена брызговиков, комплект на все колеса 2000 рублей плюс пересыл. Поэтому если кому-то нужны брызговики, то обращайтесь. Так, и начинаем наши ответы. Артем будет читать и отвечать. Читай только, да, кто задает. Начинаем. вопрос. Александр Сапельников. Добрый день. Что лучше использовать, газ или бензин? По-прежнему езжу на ФФ2, 100 лошадиных сил. Отзывов слышал множество самых разных. Со своим субъективным мнением склоняюсь больше к газу. И дешево, и двигатель вроде меньше загаживается. Как мне мотористы объяснили, наши русские пересадки, что льются в бензин для повышения октанового числа, сильно загаживают двигатель, что ведет к повышенному нагару на клапанах, а порой приводит даже к прогоранию поршней. К знакомому мотористу недавно попал трехгодовалый Фокус с пробегом меньше 50 тысяч и прогоревшим поршнем. По словам моториста, виной некачественное топливо. Так что для двигателя лучше, газ или бензин? На этот вопрос мне ответить очень сложно. Машин, которые эксплуатировались на газе, я видел в своей жизни максимум 2. Одна из них проехала 500 тысяч километров, и на ней было 2 капитальных ремонта двигателя за это время. А вторая вроде бы как больше не появлялась. В принципе, в газе ничего плохого на самом деле не вижу, потому что они все, в принципе, ездят и на том, и на другом. Бензиновый бак не закрывается навсегда. То есть запускается она на бензине, а дальше работает на газу. Если у вас кончился газ, в принципе, дальше она едет на бензине. По поводу присадок, не знаю ничего такого очень плохого. Может быть, если ездить на 92-м бензине, а мотор рассчитан на 95-й, то прогорание поршней может быть, потому что будет возникать детонационное горение с повышенной температурой. А если бензин будет заливаться такой, как указан заводом-изготовителем, то вот Иван не даст соврать, он проехал практически 300 тысяч километров на русском бензине, и ни один поршень у него не прогорел за это время.
я езжу на 95-м Ultimate. Хотя Ford, на какой там он совет? 95-й советует, Да. да? Ну, Минимум. минимум, да. То есть я 92-й не заливаю, всегда заправлялся на BP. Ну, И дроссельную заслонку фу, практически ни разу не чистил, только в самом начале. чаще попадаются машины мне с повышенным расходом масла. Но тому виной уже не присадки, а просто, видимо, это непрогретые моторы, в основном, может быть, и естественный износ колец, маслосъемных колпачков. Тогда вот, но чаще это так. А чтобы прогоревший поршень, это чаще, это редкость. Даже чаще бывает застучавший вкладыш на коленвале, такого вот чаще случается. Но это все смазка, это не бензин. Это система смазки и качество масла. Но по поводу бензина, это больше, наверное, относится, прогорают поршни чаще на турбомоторах современных, которые очень сильно чувствительны к качеству топлива. Так называемые экобусты. Сейчас очень много гарантийных случаев по поводу выхода из строя бензина из некачественного топлива. Но это моторы с турбинами, и они очень с высоким КПД, высоко нагруженные двигатели. И они требуют, конечно же, очень качественного топлива. Так что по поводу таких машин, как ваша, ездите спокойно на газу, я думаю, проблем не должно быть. Но единственное, наверное, что нету заправок, наверное, столько много газа. Да? Ну, еще да. Не везде заправишься. Ну, я говорю, там, если даже не хватило газа, вы можете продолжать движение на бензине. Это в регионах, наверное, больше. Запас топлива у вас даже будет в 2 раза больше, чем у обычного автомобиля. Вы можете проехать больше, в 2 раза расстояние. Максим Алешкин, здравствуйте. Ford Focus 2, 1.6, 115 МКПП. При трогании вперед-назад слышен щелчок спереди справа. Что может быть? Спасибо. Щелчок вызван соединением шлицевым между приводным валом и ступицей колеса. Возникает вследствие того, что зазор, который в шлицевом соединении есть, он при трогании с места вследствие нагрузки на это соединение происходит вот это вот свободный ход. Этот он, ну, как бы, не знаю, как выразиться, щелкает именно в этом шлицевом соединении. Соединение шлицов приводного вала и ступицы. Поэтому либо это, ну, на самом деле, это можно избежать этого путем склеивания шлицов. То есть вы покупаете локтайт, который для резьбовых соединений. Вот, локтайт. Это специальный состав для фиксации резьбовых соединений. Наносите его на шлицы приводного вала или на ступицу внутри, обмазываете им и даете высохнуть в течение 4-5 часов. Ну, после того, как затягиваете болт. Соответственно, больше там щелкать ничего не будет. Это технология Форда. Ну, больше там противоядия нет. Галя Степанова, Ford Focus 2, рестайлинг 2009, Всеволожск. 1.6, 115, жидкость гура какого цвета? Смотрел, вроде красного, Артем говорит зеленого. Что делать, как менять? На заводе вообще заливают зеленого. Менять, высосать шприцем медицинским из бачка с помощью трубочки капиллярной старую жидкость, залить новую. Это самый простейший способ. Покрутить рулем влево-вправо, ну, 10-15 раз. Она проциркулирует, затем ее высосать опять из бачка тем же самым шприцем, залить опять новую. 2-3 повтора, и в принципе она должна поменяться. Вот. Через там год можно повторить процедуру. Она будет у вас поддерживаться всегда в идеальном состоянии. Это самый простой способ.
Вообще с завода идет зеленого. Если кто-то до вас ее менял и залил красную, что ж, может быть и красную. Ну, можно ездить и на красной жидкости. Я видел машины, ездили и на красной. В принципе, есть универсальная даже, бесцветная жидкость. Ну, главное, чтобы она была для ГУРа, а не тормозная жидкость какая-то. Для ГУРа. А какого цвета? Какого Уже, цвета? думаю, не Она важно. вообще с завода идет зеленого. Макар. Макар. Красного цвета у Форда. Подходит оригинальное масло для АКПП. Есть более бюджетный вариант. За литр за 300 рублей. Меркон 5. Красная литровая емкость. Бывают подделки. Без них никак. Ну вообще на втором фокусе всегда была зеленая. Красную я не встречал. Но красная, наверное, тоже может работать. Такая же гидравлическая жидкость, как и зеленая. Ну, главное, чтобы в гидравлику не заливали, да, антифриз там красный, зеленый. Также и для ГУР красный, зеленый. Разницы нет, смешивать их так не рекомендуется. Михаил Белодед. А у меня бывает на магнитоле CD-проигрывателе сам переключается на FM. И сама бывает прибавляет громкость. Редко, но бывает. Что может быть, подскажите? У меня тоже такое бывает. Но я, честно говоря, в магнитолу не лазил никогда. Нет, бывает. Едешь на CD где-нибудь за городом, подъезжаешь ближе к Москве, где FM уже ловит, и у тебя приемник автоматически включает это может радио. настройки быть. Ну, не настройки, это какие-то... Не настройки, это какие-то, как я их называю, агрессивные волны, которые там вклиниваются в твой радиоприемник и начинают то радио громкость прибавлять, то, чтобы переключить, надо 2 раза нажать на другую клавишу. Это, мне кажется, не связано с приемником, это, наверное, такие действительно агрессивные, да, поля, какие вмешиваются в работу. Не знаю, у меня тоже так бывает, да. Редко, но случается. Денис Иголкин. Добрый день, уважаемый Иван и Артем. Прошу вас помочь в нелепой ситуации Чем можем? и поделиться мудрыми советами. Купил месяц назад Фокусы 2 Универсал 2 литра 2005 года. Все было окей. Работа ДВС была стабильная, хорошая тяга, холостые обороты 800 без плавания и так далее. Решил я поехать на нем на дальняк. И, соответственно, все проверить, поменять, что нужно. Из 4 свечей сжигания одна сломалась в 4-м цилиндре, и тут началось. Причем при очень большом усилии. Один мастер Кулибин, который предложил мне исправить со съемом головы, и, соответственно, коли такая работа, предложил поменять маслосъемные колпачки, почистить, притереть клапана и так далее. Мастер все сделал. После этого пропала зарядка ДВС. ДВС стал работать очень нестабильно, плавают обороты и опустились до 600-700. Жутко его колбасит и дымит, как мне показалось, белым дымом, но не сильно. Диагностика показывает неисправность по 2 датчикам кислорода и дроссельной заслонки. Залитые свечи. Искры почти нет, думаю, из-за аккумулятора, севшего, так как он через 5 минут сел. Устранил неисправность реле генератора, зарядка появилась. Но все другие неисправности остались. Решил проехать со скоростью 100-130. Может подсушить свечи, обучится машинка. При трогании ДВС не хотел набирать обороты, чуть не глох. При наборе свыше 2500-3000 оборотов вроде едет и набирает. Но поддергивает, и все равно тяги нормальной нет. Плохо берет нагрузку. Немного проехал, загорелся желтый чек, неисправность ДВС. На следующий день долил масло, проехал, неисправность ДВС исчезла. Компьютерная диагностика показала неисправность блока управления клапанами. Заменил. Ошибка исчезла. Чуток получше стало, но в целом все осталось прежним. На холостых при нестабильных оборотах мерцает подсветка. Ох, Что у меня произошло? Зажигание, генератор, что-то еще? Эпопея. То есть он поменял. Ну, там просто нужно начинать тут, наверное, с диагностики. Во-первых, наверное, проверить заново компрессию. Проверить метки на газораспределение. Это, то есть, то, что вот делал мастер. Потому что
Он снимал головку, соответственно, снимал ремень. То есть метки ГРМ проверить. Там же 2-литровый мотор. Ну, проверить компрессию. Проверить на случай подсоса воздуха извне. Может быть, где-то забыли одеть какой-то шланг. Бывает такое, что мотор подсасывает воздух через там шланг вентиляции картерных газов, например. Что еще? Посмотреть, какой нагар на свечах вообще, как вариант. Потому что если он разный в разных цилиндрах, то это может говорить о том, что где-то может быть что-то не так. Ну вообще, в принципе, вот в таких случаях нужно обращаться к тому мастеру, кто этим занимался, потому что вы сейчас начнете делать это в другом месте. Это вернет вас в дополнительные растраты, во-первых. Если вы забрали у человека машину, которая не едет, то логично было бы обратиться опять к нему, потому что она до этого как бы ехала. И после ремонта не стало. То есть, если, конечно, ну не знаю, вы хотели как рядом лучше со мной находитесь, получились. в принципе, вы можете посмотреть, и там мой моторист или диагност, которые ко мне приезжают, они тоже могут это сделать. Значит, Дистанционно все это нужно вот смотреть на давление топлива, на случай подсоса воздуха, компрессия, метки газораспределения. Больше тут ничего особо нет. Что-то не так просто, и все. Состояние свечей, там, ну, вот, что может влиять еще на работу двигателя, там, вряд ли это какой-то отвалившийся провод. Тем более, когда была ошибка по клапанам управления воздушной заслонкой, то это стандартная вещь. Потому что у других машин с этими проблемами таких симптомов нет, как очень серьезные потери тяги, колбасит мотор, дымит, они ездят с этим. В общем-то, некоторые даже не чувствуют этой проблемы, просто горит лампочка и все. Поэтому вам, наверное, все-таки стоит обратиться либо к этому человеку, либо придется показывать машину, потому что что именно здесь произошло, это дистанционно трудно. Ну, думаю, Дэн Болбашов. Здравствуйте, никак не могу найти ответ на свой вопрос. Когда брал машину, не проверил климат, так как владелец сказал, что фильтр засорился. ФФ2 2008 1.6 115. Двухзонный климат. Не дует совсем из дефлекторов, панели приборов. Когда ставишь на лицо максимальный обдув, что может такое быть? В остальных режимах работает хорошо. Фильтр салона не регулярно, кондиционер тоже заправлял. Ну, если не дует... Стоп. Он не дует вообще или не дует в лицо? Из дефлекторов панели приборов. То есть он не дует в лицо, а в ноги он, получается, дует и на стекло лобовое. Ну, если там климат-контроль, то управление воздушными заслонками там происходит автоматически. Либо вы их можете вручную перевести с помощью кнопок, но опять же там привода электрические заслонками двигают. Поэтому возможно неисправность самого блока этого отопителя. Поэтому возможно, что придется его снимать, либо менять, либо смотреть непосредственно, что там неисправно. Потому что там все происходит, ну, либо автоматически, если вы включаете авто, либо если руководите кнопками, то они должны, если вы ставите, чтобы они дули из панели приборов, значит они должны из панели приборов дуть. То есть если этого не происходит, то какая-то там неисправность непосредственно в отопителе такое бывает. Ну, это его только если снимать. То есть это нужно снимать приборную торпеду и вытаскивать отопитель. Потому что до заслонок иначе никак не доберешься.
Александр. Всем привет, спасибо за видео. Ford Focus 2 рестайл 2008, 1.6, 100 лошадиных сил, пробег 146 тысяч. Вопрос по рулевой рейке. Стучит зараза левая часть при повороте вправо. Проверяли на подъемнике при смене масла. Сам видел. Вся подвеска нормальная. Как лечится ли? Или и так можно ездить? Стучит только на неровностях при повороте вправо. Спасибо. Ну, с такой неисправностью, в принципе, можно ездить. Рулевые рейки действительно иногда стучат вследствие там каких-то внутренних зазоров, но эта неисправность на самом деле не является такой вот критической. То есть люфта в рулевом колесе у вас нет. Есть вот непосредственно только вот этот вот беспокоящий стук и все. Причем только при повороте. Но некоторые подтягивают ее, определенную гайку. Хотя я лично этого не делаю. Но вообще, если в интернете порыться, то есть самоделки, на которые добираются до этой гайки и подтягивают ее, и добиваются, в общем, того, что стук пропадает. Но это все как бы так вот самодеятельность, но только... Безответственность. Ну, насколько ее нужно подтягивать? Все добиваться надо экспериментальным способом, потому что нету никаких четких руководств по этому вопросу. Но теоретически можно попытаться это сделать. Гайка там находится, если машину поднять, она прям на рулевой рейке под местом, куда заходит вал от рулевого колеса. Там прям вот под ним есть вот эта вот пластиковая заглушка, которую нужно открутить, а под ней находится вот этот самый подтягивающаяся гаечка, которую подтягивают обычно. Многие даже туда, я слышал, делают какие-то на заводе, вытачивают специальные гайки, родные выкручивают, а вкручивают туда вот эти вот усовершенствованные и занимаются вот самодеятельностью, вот этой регулировкой. То есть такое тоже слушаю. Но можно и ничего не делать, ничего страшного в этом нет. Ладно, что, Максим? Максим Волченко, пробег 229 549 тысяч километров. При резких поворотах руля в правую сторону с небольшим углом поворота раздается небольшой стук. Читал много за рулевую рейку Focus 3. Многие говорят, что это болезнь. Как быть? Если ее подтянуть, это поможет, либо менять. Машина на гарантии. Если машина на гарантии, вы можете подъехать, продемонстрировать это все инженеру по гарантии, а он уже вам скажет дальше, что делать. Либо это является неисправностью, и Ford Motor Company поменяет вам рейку, либо если это не является неисправностью, то вам придется ездить так. Но на самом деле при незаведенном моторе и покручивании руля влево-вправо, какой-то стук все равно раздается. Это на любом Форде. Дюша Метелкин. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Ford Focus 2 КПП 427E SHDB 100 лошадиных сил, 1.6 литра, 2009, пробег 79. Что нужно заменить согласно регламенту по сроку эксплуатации? Претензий к автомобилю нет. Отличная машина, спасибо. 79 тысяч 2009 года. Желательно, наверное, все-таки посмотреть ГРМ на предмет потрескивания ремня. Если он живой, так же как и приводные ремни, потому что у нее по сроку уже почти 8 лет ей. Нет, сколько меньше. 9-й год. 6. В принципе, по регламенту ничего такого срочного здесь нет. Нужно обратить внимание на тормозные диски, если они не менялись, посмотреть, какой у них износ. И свечи сжигания, если там еще родные стоят, то тоже уже пора поменять. По поводу масла в коробке, в регламенте нету замены. Тормозная жидкость раз в 2 года или 50 тысяч километров. Больше у них четко регламентных работ нету. Остальное все по состоянию смотрится. Непосредственно ТО делается раз в 15-20 тысяч километров. Это тоже регламентная работа. То есть замена фильтров и масла.
Но остальное все по состоянию. Лампочки, колодки, ремни, Сальники. 100 тысяч километров. 100, ну 120 тысяч километров. Либо 8 лет эксплуатации. Это по ремням. Больше никаких здесь дел нет. Стас К. Ford Focus 2, двигатель 1.8, механика, коробка. Недавно менял сцепление, корзины выжимной. Как и после, так и до замены со стороны коробки слышен шум. Особенно отчетливо слышно на холостом ходу. Выжимаю сцепление, шум пропадает. Похоже на подшипник привычного вала коробки. Когда менял сцепление, поменяла масло в коробке, не помогло. Посоветуйте, как решить эту проблему и насколько она серьезная. На самом деле эта проблема может быть даже особо и несерьезная. Потому что, естественно, она кроется непосредственно в коробке. Тут решить эту проблему можно только в случае, если ее разобрать и поменять подшипники. Причем, дай бог, если там будет видно, какой подшипник именно вышел из строя. Если нету гула там при движении, то, в принципе, я советовал бы не лезть туда, потому что это дорогостоящая процедура, а найдется ли там что-либо или нет, это большой вопрос. Поэтому ездите так, просто масло там, если уровень нормальный в коробке, то ничего страшного в дороге не произойдет. Динар Исмагилов. Привет, ФФ2, 1.6, 115, 2007. Вопрос. Слабо холодит кондер, заправлен неделю назад. Вопрос. Появился гул спереди справа, либо ступичный, либо подвесной. Как их проверить? Проверить подшипники просто. Поднять машину, покрутить колесо. Если характерный гудящий звук слышен и отдается в пружину амортизаторной стойки, соответственно, значит подшипник ступичный неисправен. Если покрутить колесо, положив палец на подшипник подвесной, вы почувствуете там перекаты, характерные для неисправного подшипника, значит неисправен подвесной подшипник. Кондей, кондиционер нужно проверить. Неделю назад вы его заправляли по какой причине? Он был совершенно пустой или там был хладагент, но он не холодил? Разные причины, разные неисправности. Если он был совершенно пустой, нужно искать утечку хладагента, потому что вы его могли заправить, а хладагент за неделю опять ушел. И он опять пустой, поэтому не холодит. То есть нужно знать, какие были предшествующие вещи перед ремонтом. Я так не смогу точно сказать. Но неисправности в основном две. Либо там нет газа в системе, либо не включается компрессор. Но есть еще третье, когда это все включается, но не работает из-за того, что забита игла распылительная, то что там что-то разрушилось внутри, и компрессор вращается, но не создает давления. Такое тоже бывает. Но тут уже нужно смотреть по манометрам, по высокому и низкому давлению при работе кондиционера. Какое давление в системе низкого давления, какое давление в системе высокого давления. И сделать выводы уже непосредственно, когда все это вот перед глазами. Так, Вадим Химич. Привет, фокусники. При трогании мелкие рывки сцепления поменял комплект, маховик не замаслен. Может, продольный люфт коленвала, как его убрать? Ну нет. Никакого там трогания люфта коленвала не может быть. Вы смотрите, у вас может проблемы с мотором быть. Ну, может быть, высоковольтная система, проверьте, нет ли пробоя на свечах. Может быть, какие-то рывки из-за этого. Сцепление, если новое, никаких рывков не должно быть. Но если там все правильно собрано, прикручено нормально, то дело не в сцеплении и не в продольном листе коленвала. Проверить мотор надо. Может быть, он дергается при трогании, когда высокая нагрузка. Но вообще я не встречал, чтобы из продольного люфта коленвала были какие-то дергания. Я думаю, что это не из-за этого. Так, вот это. Samsung Tab. Добрый вечер. Очень занимательные у вас ответы, спасибо. Скажите, пожалуйста, что может издавать небольшой стук при повороте на неровности со стороны правого переднего колеса?
Ford Focus 2, 1.8 рестайлинг, Родион. Спасибо заранее. Стук может издавать либо стойка стабилизатора, но она обычно и не при повороте, и при повороте все равно может стучать в неровностях. Может шаровая быть, ну, тягу рулевую на всякий случай тоже нужно посмотреть. В принципе, вообще оторвать колесо от земли, там, домкратом или подъемником, не знаю, и посмотреть, ну, просто на предмет люфтов, что там в этом колесе может болтаться. Потому что там шарниров, в принципе, так называемых, всего там два. Шаровая, да, стойка стабилизатора. Ну, наконечник рулевой тяги и сама рулевая тяга. Все. Нужно вот эти моменты исключить, а потом уже как бы думать, что может быть еще. Может быть еще, конечно, амортизатор, но это тоже вряд ли, потому что он и не только при повороте будет стучать, а и на прямых участках. Нужно начинать с простого. Вот. Если вы это уже проверили, то можно переходить к более сложным вопросам. Ну, как правило, останавливаются всегда на том, что поддается просто легкой проверке. Стас, какой максимальный пробег вам доводилось видеть на Фокусе 2? 300 тысяч километров. Вячеслав Карнаух. Добрый день. Такой вопрос. Машина Ford Focus 1.8 ZTEC. При включении задней передачи она хрустит. Похоже на недовыжим сцепление. Можно ли его как-либо отрегулировать? Сцепление на 1.8 ZTEC не регулируется. Хрустит она из-за того, что вообще коробка IB5, задняя передача без синхронизатора на всех коробках, в том числе и на втором фокусе. Соответственно, после выжима сцепления нужно выждать 2-3 секунды и потом включать заднюю скорость. Тогда она не должна хрустеть. Евгений Вилцуков. Здравствуйте, подскажите, в чем может быть дело? После того, как глушу мотор, через пару минут вскипает антифриз и выбрасывает через спецотверстие в расширительном бачке примерно с пол-литра за раз. Долил, завел вентилятор, радиатор крутится. Проехал еще несколько километров, остановился, заглушил мотор, ситуация повторилась. При третьей остановке решил сразу не глушить мотор. Дал поработать 2-3 минуты и заглушил. Закипания не произошло. Ехал спокойно, с выключенным кондером, без пробок. Ford Focus 2, 1.8, пробег 70 тысяч. Может быть неисправна сама пробка на расширительном бачке. Там же стоит клапан подпружиненный. Соответственно, если он вышел из строя, то он может не держать давление и, соответственно, может выбрасываться антифриз. Попробуйте заменить крышку на расширительном бачке. Евгений Яровиков. Здравствуйте. Focus 2, 2007, 1.8 МКПП. Я поменял трипоид, внешний шус справа. Ездил до переобувки на зимней резине дней 5. Далее, переобувшись, при разгоне после 40 и до 60 появилась вибрация справа, где и была замена. После шинмонтажа. Вернувшись в шинмонтаж, я все перебалансировал и заметил, что причиной имеет люфт по всем осям. То есть, кроме X, Y, Z, если X это ось привода, еще и по углу вращения. Подскажите, пожалуйста, как мне быть, ибо делаю все сам. Может, в сервис все-таки отдать? Большое спасибо. Ну, вообще, на самом деле, внешняя граната на шрузе по технологии не меняется. То есть, теоретически, наверное, можно поменять, но технологически Ford это отрицает. И к чему приведет этот ремонт, я, в принципе, не знаю, потому что сам не менял. Обычно меняется при неисправности внешней гранаты привод целиком. Вот. Поэтому либо вы купите привод целиком, либо попробуйте еще раз поменять гранату. Может быть, что-то неправильно сделали просто. Такое тоже может быть. Иршат Исентаев. Добрый день. Ford Focus 2, 1.8. Рестайл 2008, испанец, 117. Жрет масло. В месяц больше литра. Не так уж и много проезжаем за это время. Стиль езды спокойнее, дым синеватый. В остальном едет нормально. Не шумит, не гремит, тянет нормально. Что все-таки делать? Жрет она масло по двум причинам. Либо из-за колец маслосъемных,
либо из-за маслосъемных колпачков, либо из-за того, из-за другого. Если внешних утечек нет, то вскрытие мотора, замена колец и колпачков. В принципе, такой это называется косметический ремонт двигателя. Больше ничего не посоветую. Станислав Дереповский. Народ, подскажите, как вылечить замок? Слышен скрежет шестеренок замка. Ну, там он прислал видео, когда при Ну, втором закрытии... замена скрежет, замка. Да. Замена замка. Мне по первому году Он не ремонтируется, все не 4 разбирается. замка по гарантии поменяли. Двоен Хик. Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Это насущная проблема с плавающими оборотами. Забегая вперед, скажу, что дроссель чистили. Проблема вот в чем. Плавают обороты. Расход на холостом ходу 1,2. Машина трясет. Кажется, что вот-вот заглохнет. Один специалист говорит, меняй лямбду-зонд. Второй специалист, бывший официал, как я понял, подключил свой компьютер. Вышла ошибка, датчик детонации, цепь разомкнута. Или что-то в этом роде. Ошибку он сбросил, машина как будто ожила. Обороты и расход выровнялись. Но стоило проехать километров 30, как снова вернулась эта проблема. Менять дроссельную заслонку в сборе очень дорого. Да и поможет ли это однозначно? Решит ли проблему прошивка мозгов? Или как там называется эта процедура? Ford Focus 2, рестайл 2009, 1.6, 115. Ну, по этому вопросу и просто дистанционно точно ничего не скажу. Требуется просто адекватная диагностика и выявление непосредственной неисправности. Может быть дроссель, может быть датчик. Но у Нужно... меня также было, проплавали обороты, и, как я понял, по гарантии мне перепрошивали мозги, и все вроде стало на свои места. Может быть программное обеспечение, может быть подсос воздуха, может быть, я не знаю, там пробивает свечу какую-то. Куча разных причин, из-за чего может мотор нестабильно работать. И тут просто даже пример не могу сказать. Макар. Спасибо за видосы, Артем. Фокус, волшебный автомобиль, и порой может вытворять такое, что сразу и в голову не придет, что из-за недостаточной емкости аккумулятора может троить, особенно актуально для 1.8 и 2. Не забывайте про привод дроссельной заслонки, там шестеренки привода пластмассовые, Ну, это он из-за ему лифта в них часто начинают отвечает. плавать обороты холостого хода. Датчик абсолютного давления, который в выпускном коллекторе, тоже примерно на 130-160 фокуса может показать. В нем есть еще и анализатор температуры всасываемого воздуха, мерцанием фар плюс борт-тест зарядки. Легко определить недозаряд или плавание зарядки от генератора и так далее. Волшебства. Станислав Дереповский. Здравствуйте. Ford Focus 2, 1.8, 2007, дорестайл. Беспокоит небольшое постукивание при небольших неровностях и тихом ходе в левом переднем колесе. Были заменены шаровые, рулевые, пружины, стойки, подшипник, стойки стабилизатора, рулевая рейка в порядке. Рулевая рейка в порядке, диагностика на СТО. Что еще может быть причиной? Заранее спасибо. Ну, может быть причиной опора амортизатора. Хотя, если она оригинальная, то вряд ли. Может быть причиной амортизатор, пружина. Все поменяли. Что-то Ну, случилось. либо какая-то некачественная деталь, но я не знаю. Тут вроде бы вы поменяли практически все, что вообще можно поменять. Ну, посмотрите еще саленблок передний на переднем рычаге. Если там не оригинальные рычаги, тоже бывает, они выходят из строя. Ну, я не знаю, надо смотреть машину. Вы все поменяли? Такой сложный вопрос. Все. Все, да. Да, все. Спасибо за ваши вопросы. Новые вопросы пишите в комментариях к этому видео. На чьи вопросы не ответили, извините, задавайте по новой. И пишите вопросы к новым видео, именно под этим видео, а то участились случаи, что приходится собирать вопросы по всем моим видео, что очень трудозатратно, и порой забываешь, где задавали вопрос там, пару недель назад. Поэтому я собираю вопросы с сайта, с форума и из последнего видео.
Все, спасибо, увидимся. Пока.